Глушитель у старого Логана прогорел еще под Муромом, и последние 30 километров до деревни Федосеевка Илья ехал под яростный и глухой рев, от которого затылок наливался свинцом. Навигатор намертво завис на въезде в глухой сосновый бор, оставив на экране лишь синюю стрелку, беспомощно крутящуюся посреди зеленого пятна. Дорога, разбитая лесовозами грунтовка, заросшая по обочинам двухметровым борщевиком, петляла между вековых, покрытых серым лишайником елей. Солнце стремительно тонуло в мареве болотного тумана, окрашивая небо в цвет сырого мяса. Илья проклинал все на свете, проклинал покойного двоюродного дядю, о существовании которого узнал только 3 недели назад от нотариуса. Проклинал этот внезапно свалившийся в наследство дом, но больше всего свою глупость. Ему казалось, что продажа развалюхи в глуши Рязанской области поможет закрыть хотя бы часть долгов по прогоревшему автосервису. Машина тяжело перевалилась через очередной холм, и впереди, в низине, показалась Федосеевка. Она не была похожа на обычную умирающую деревню. Никаких аккуратных, пусть и покосившихся изб с резкими наличниками. Дома здесь напоминали горбатых, припавших к земле зверей. Потемневшие от сырости, почти черные бревна, крыши, покрытые гнилой соломой и кусками потрескавшегося шифера, глухие высокие заборы, без единого зазора. Деревня тянулась 2 кривыми улицами к берегу огромного, подковообразного озера, которое местные, судя по старой кадастровой карте, звали Гнилой Заводью. Вода в нем в сумерках казалась густой и маслянистой, словно деготь. На въезде не было ни души, ни собак, ни кур, ни вездесущих деревенских ребятишек. Только ветер шелестел сухими стеблями чертополоха. Илья сверился с клочком бумаги. Улица Набережная, дом 14. Нужный дом нашелся на самом отшибе, у кромки серого камыша. Он выглядел старше остальных. Массивный пятистенок, глубоко ушедший нижними венцами в жирную, чавкающуюся землю. Окна заколочены крест-накрест серыми досками, а на тяжелой дубовой двери вместо замка висела толстая кованая цепь, завязанная странным узловатым узлом. Илья заглушил мотор. Тишина обрушилась на уши, плотная и ватная. Слышно было только, как с тихим щелканьем остывает перегретый двигатель. «Ну и дыра», – прошептал он, вылезая из машины. Воздух здесь был странным. В нем не пахло сосновой хвоей или предвечерней прохладой. Пахло тяжелым, приторно-сладким душком речного ила, прелой травы и чем-то еще. Так пахнет в старых погребах, где несколько лет гнила картошка вместе с крысиными трупами. Илья подошел к двери, достал из кармана массивный железный ключ, который ему передал нотариус. Цепь подалась с трудом, глухо звякнув. Когда он потянул дверь на себя, петли издали долгий, скрежещущий стон, похожий на человеческий плач. Из темноты дома пахнуло ледяным, застоявшимся холодом. Глава 2. Наследство Степана. Внутри дом казался еще больше, чем снаружи. Луч фонарика выхватил из темноты углы, затянутые плотной серой паутиной, на которой не было видно пауков. Посреди избы высилась колоссальная печь, обмазанная потрескавшейся глиной. На столе в горнице стояла нехитрая утварь: алюминиевая кружка, оплывшая стальная свеча и потемневшая от времени икона, на которой лик святого был соскреблен чем-то острым. Вместо лица из доски смотрела ровная, глубокая чернота.
Дядя Степан, судя по рассказам редких знакомых, был нелюдимым. Жил бобылем. В колхоз во времена Союза идти отказался. Промышлял рыбалкой и какими-то лекарственными травами. Нашли его весной. Он утонул в собственном колодце во дворе. Причем, как шептались в райцентре, полез туда головой вниз и заклинил себя плечами. Илья бросил рюкзак на шаткую кушетку. Надо было обустраиваться до темноты. Он сорвал пару досок с окна, пуская внутрь блеклый свет умирающего дня, и решил осмотреть двор. За домом, в кольце густых зарослей крапивы, темнел бревенчатый сруб колодца. Крышка была откинута. Илья подошел ближе, повинуясь какому-то глупому детскому любопытству. Он посветил фонариком вниз. Вода стояла высоко, метрах в 3 от края. Она была абсолютно неподвижной, но странно матовой. Никаких бликов. Илья присмотрелся. На поверхности воды плавало что-то странное. Мелкие белесые нити, похожие на конский волос, или тонкие корни растений. Они медленно, едва заметно шевелились, хотя ветра во дворе не было. «Слышь, парень!» — раздался сзади скрипучий голос. Илья от неожиданности подпрыгнул, едва не выронив фонарь в колодец. Он резко развернулся. У покосившегося забора стоял старик. Одет он был в ветхий пиджак поверх засоленной рубахи. На ногах грязные резиновые сапоги. Лицо его, изрезанное глубокими морщинами, казалось землистым, а маленькие глубоко посаженные глаза слезились от света фонаря. «Из колодца-то не пей!» – тихо сказал старик. Сплюнул под ноги темную вязкую слюну. «Степанова вода. Ей только землю травить». «Здравствуйте!» – выдохнул Илья, пытаясь унять колотящееся сердце. «Вы сосед?» «Я Илья, племянник Степана. Вот, в наследство вступил». Старик долго не мигая смотрел на Илью. Его зрачки были странно расширены, почти полностью скрывая радужку. «Племянник, значит?» Прошамкал он. «Приехал. А Степан-то тебя не ждал. Степан ушел на дно, когда заводь позвала. Все мы туда уйдем. Меня Никифором звать. Ты, Илья, уезжал бы до темноты. И хорошее место Степан оставил. Намаленное, да только не тому, кому надо. Мне ехать некуда, машина барахлит. Да и ночь уже», — буркнул Илья, начиная раздражаться. Деревенские суеверия его всегда бесили. «Завтра осмотрюсь, выставлю дом на продажу и уеду». Никифор странно дернул головой, словно прислушиваясь к чему-то, чего Илья не услышал. Со стороны озера донесся глубокий протяжный звук, будто где-то под водой лопнул огромный пузырь газа. Бум! И вслед за этим по камышам прошел шуршащий, шелестящий вздох. «На ночь окна занавесь», — глухо сказал Никифор, отступая обратно в тень елей. «И на стук не отвечай, кто бы ни звал, не открывай. У нас тут в Федосеевке гостей не любят, особенно те, кто из воды выходит». Старик повернулся и пошел прочь, странно припадая на левую ногу. Походка его была неровной, дерганой, словно суставы двигались с трудом, преодолевая сопротивление невидимой среды. Глава 3. Ночные гости. В полуночи поднялся ветер. Он бился в стены дома, завивал в печной трубе и заставлял старые бревна трещать по всем швам.
Илья лежал на кушетке, укрывшись старой курткой. Уснуть не получалось. В доме пахло все сильнее. К запаху ила добавилась отчетливая нота сырой, разлагающейся рыбы. Он ворочался, прислушиваясь к звукам. Где-то на чердаке скреблись мыши, но скрежет был странным, нечастый, торопливый мышиный стук лапок, а медленные тяжелые царапины, будто кто-то вел по доскам огромным тупым когтем. Вжик, вжик, вжик. Илья включил экран телефона. Сети не было, только экстренные вызовы. Вдруг звук на чердаке прекратился. Вместо него во дворе, прямо у колодца, раздался отчетливый плеск, как будто в воду бросили тяжелый мешок, а через минуту послышались шаги. Они были влажными. Шлеп, шлеп. Кто-то шел от колодца к крыльцу, волоча за собой что-то тяжелое и мокрое. Илья замер, боясь пошевелиться. Сердце стучало в ушах так сильно, что казалось, его слышно снаружи. Шаги приблизились к крыльцу. Деревянные ступеньки жалостно застонали под чудовищным весом. Скользкое, мокрое тело провалилось к входной двери. Тук, тук, тук. Стук был глухим, массивным, будто били не кулаком, а куском сырого мяса. «Илюха!» — раздался из-за двери голос. У Ильи перехватило дыхание. Голос был хриплым, булькающим, словно говоривший набрал в рот воды и пытался процедить слова сквозь зубы, но интонации... Это был голос его отца, который умер 10 лет назад в городской больнице. «Илюха, сынок, открой! Холодно тут. Вода черная, глубокая. Степан мне сказал, как засов снять. Открой, помоги отцу!» Илья вскочил с кушетки, сжимая в руке телефон как оружие. Разум кричал, что это бред, галлюцинация от болотного газа или усталости. Отец похоронен на кладбище под Подольском. Он не может стоять за дверью заброшенного дома в рязанской глуши. «Кто там?» — сорвался на крик Илья. «Я полицию вызову, у меня ружье!» За дверью на секунду замолчали, потом раздался тихий, клокочущий смех. Он перерос в свищащий хрип, и внезапно голос изменился. Теперь это был голос Никифора, давешнего старика. «Ружье-то против воды не поможет, парень. Вода все примет. Вода все растворит. Открой-ка!» Степан тоже сначала не хотел, а потом сам пришел. Дверь содрогнулась от мощного удара. Старая цепь натянулась, зазвенев звеньями. Илья бросился в угол горницы, выхватывая из рюкзака тяжелый разводной ключ, единственное, что могло сойти за оружие. Удары продолжались еще 5 минут. Дом ходил ходуном, с потолка сыпалась сухая земля и труха. Илья забился между печью и стеной, зажал уши руками и зажмурившись. Он шептал какие-то обрывки молитв, которые помнил из детства, хотя никогда не был верующим. А потом все стихло. Настолько резко, что тишина показалась оглушительным взрывом. Снова раздался глубокий вздох со стороны озера, и мокрые шаги медленно удалились обратно к колодцу. Послышался тяжелый плеск, и наступила тишина. Илья просидел под печью до тех пор, пока сквозь щели в заколоченных окнах не пробился серый, грязный рассвет. Глава 4. Мертвая деревня. Утром Илья выглядел как безумец, глаза воспалены.
Лицо бледное, руки трясутся. Первым делом он бросился к машине. Плевать на дом, плевать на долги. Нужно убираться отсюда к чертовой матери. Он прыгнул за руль, повернул ключ в замке зажигания. Стартер натужно закрутился, но двигатель даже не схватил. Илья крутил снова и снова, пока аккумулятор не начал садиться. «Да давай же, тварь!» В ярости он ударил по рулю. Илья выскочил из машины, дернул капот. То, что он увидел внутри, заставило его отшатнуться. Весь моторный отсек, свечи, провода, аккумулятор был покрыт толстым слоем липкой серо-зеленой тини. Она была серой и пахла тем самым болотным душком, словно машину ночью целиком окунули в озеро, а потом вернули на место. Из воздушного фильтра медленно капала густая черная вода. Машина была мертва. Я понял, что остался один на один с этим местом. До ближайшей трассы километров 30 пешком, через борщевик и густой лес, без связи, без оружия. Он решил идти в деревню. Должен же быть у кого-то рабочий трактор или хотя бы стационарный телефон в сельсовете. Федосеевка не могла быть полностью необитаемой. Он пошел по улице Набережной. При дневном свете деревня выглядела еще хуже. Окна многих домов были не просто заколочены, а замазаны какой-то серой грязью, похожей на речной ил. На огородах вместо картошки и овощей буйствовали странные сорняки, бледные, лишенные хлорофилла стебли с мясистыми, пульсирующими листьями. Илья подошел к одному из домов, где у ворот стоял старый мотоцикл «Урал» с коляской. Ворота были приоткрыты. «Эй, есть кто живой?» — крикнул он, заходя во двор. Дверь в избу была распахнута. Илья поднялся по крыльцу и заглянул внутрь. На полу в сенях сидела женщина. Она была одета в засаленный халат. Ее седые волосы спутались. Она сидела спиной к Илье и что-то мертво делала руками. «Хрусь, Хрусь!» «Извините!» – осторожно позвал Илья. «У меня машина сломалась». «Помочь можете? Телефон есть?» Женщина медленно повернула к нему голову. Ее шея повернулась под неестественным углом. Раздался отчетливый хруст суставов. Илья замер. Лицо женщины было опухшим, водянистым, словно она несколько дней провела под водой. Губы посинели и раздулись, а из приоткрытого рта между серыми зубами торчали кончики зеленых водорослей. Глазницы были пусты. Оттуда медленно вытекала серая мутная жижа. В руках она держала крупную, полуразложившуюся рыбу и пальцами выковыривала из нее внутренности, отправляя их себе в рот. «Вода идет!» – просипела она, и из ее горла вместе со словами выплеснулся фонтанчик тухлой воды. «Скоро все дома полны будут. Заводь берет свое!» Илья с диким криком выскочил из дома. Он бежал по улице, не разбирая дороги. Он стучал в другие дома, дергал ручки дверей, заглядывал в окна и везде видел одно и то же. В одном доме на кровати лежали трое: мужчина, женщина и маленький ребенок. Их тела раздулись до невероятных размеров. Кожа натянулась и лопнула в нескольких местах, обнажая серую волокнистую плоть, похожую на мокрую древесину. Они не были мертвы в обычном понимании. Они едва заметно двигались, их грудные клетки мерно вздымались, втягивая и выпуская тяжелый влажный воздух избы. Из их ушей и носов росли те самые белесые нити,
которые Илья видел в колодце. Они прорастали сквозь матрас, входя глубоко под половицы в землю. Деревня не умерла, она трансформировалась, она превращалась в единый, разлагающийся организм, питаемый черной водой из озера. Глава 5. Дневник Степана. Илья прибежал обратно в дом дяди Степана, тяжело дыша и заперев дверь на все засовы. Он понял, что цепь на двери была нужна не для того, чтобы не пустить кого-то внутрь. Она должна была удерживать Степана внутри, когда процесс трансформации начался. Но Степан нашел другой путь – колодец. Илья метался по горнице, нужно было найти хоть что-то, какую-то зацепку, объяснение. Почему Степан не уехал? Почему остался? Он начал крушить мебель, вываливая содержимое шкафов на пол. Среди старых газет, рыболовных снастей и сухих пучков пахучих трав он нашел толстую тетрадь в кожаном переплете. Страницы пожелтели от сырости, чернила во многих местах расплылись, но разобрать текст было можно. Это был дневник Степана. Илья сел на пол, привалившись спиной к печи, и начал судорожно листать страницы. 14 августа 2018 года. В заводе сегодня опять мутило. Рыба дохлая всплыла, но не гниет. Глаза у нее белые, как молоко. Никифор говорит, это хозяин на дне ворочается. Скоро срок придет. 100 лет прошло с последнего очищения. Деревня должна заплатить дань водой. 32 октября 2019 года. Почему-то дата была написана именно так. Оно стучит из колодца. Каждый вечер. Сначала думал, крысы. Нет, это корни. Они поднимаются снизу, ищут щели. Вода в колодце стала сладкой, как мед. Выпьешь кружку, и спать не хочется. И боли в спине проходят. Но кожа после нее сохнет, чешется. Вчера заметил под ногтями зеленый мох. Пытался выковырять, больно. Словно это мои живые нервы. 12 ноября 2021 года. Никифор больше не ходит. Он сидит в погребе в воде по пояс. Говорит, так легче. Кости меняются, становятся мягкими, как хрящи у сома. Скоро и мне туда. Заводь зовет. Ночью приснился отец. Сказал, что на дне озера стоит город из черного камня, покрытого илом. Там нет солнца, нет холода, нет смерти, только вечный, сытый покой. 7 марта 2025 года. Я запер дверь на цепь. Руки почти не слушаются. Пальцы срослись, между ними перепонки серые. Кожа лопается, оттуда нити лезут. Писать тяжело. Илюхе дом отписал. Пусть приедет. Хозяину нужна свежая кровь, молодая плоть, чтобы замкнуть круг. Если круг не замкнуть, заводь высохнет, и мы все умрем, превратимся в сухую пыль. А в воде жизнь, вечная жизнь. Тетрадь выпала из рук Ильи, его затрясло в ледяной лихорадке. Степан заманил его сюда. Нотариус, наследство. Все это было лишь частью плана. Деревне, этому живому болоту, требовалась свежая пища. Вдруг Илья почувствовал странный зуд в горле. Он закашлялся. Кашель был сухим, надсадным. Он сплюнул на ладонь. Среди слюны на его руке лежал маленький, тонкий, полупрозрачный корешок. Он медленно шевелился на коже, пытаясь уйти порами внутрь, под ногти. Илья с ужасом вспомнил, что утром, проснувшись с пересохшим горлом, он подошел к ведру на кухне
и сделал несколько больших глотков стоячей там воды. Он думал, это обычная вода, но ведро набрал Степан перед смертью, или те, кто приходил из колодца. Вода уже была внутри него. Глава 6. Хозяин заводи. Солнце стремительно садилось. Туман поднимался со стороны озера, плотный, как разлитое молоко. Он заползал в щели между бревнами, заполнял комнату, принося с собой запах векового ила и болотной гнили. Илья сидел на полу, не в силах пошевелиться. Его суставы наливались свинцовой тяжестью. Каждый вдох давался с трудом. Легкие словно заполнились густым киселем. Кожа на руках натянулась, приобретая сероватый водянистый оттенок. Под ногтями отчетливо виднелись тонкие зеленые прожилки водорослей. Тук, тук, тук. Стук в дверь возобновился, но теперь стучали во все окна сразу. Десятки мокрых, скользких рук бились в заколоченные стекла. Из тумана доносились голоса, сотни голосов, сливающихся в единый монотонный гипнотический хор. «Илья, иди к нам! Вода близко! Хозяин ждет!» Скрежет на чердаке стал невыносимым. Потолочные доски начали прогибаться. Сквозь щели вниз закапала черная маслянистая жидкость. Одна капля упала Илье на щеку. Она не растеклась, а тут же впиталась в кожу, оставив темное пульсирующее пятно. Одна дверь не выдержала. С оглушительным треском вылетели петли. Кованая цепь лопнула со звоном, разлетевшись на звенья. В проеме стоял Никифор, но он больше не был похож на человека. Его тело раздулось, одежда лопнула, обнажив лоснящуюся серо-зеленую кожу, покрытую слизью и мелкими речными ракушками. Вместо носа и рта у него была огромная круглая присоска, усаженная рядами мелких острых зубов, как у миноги. Из его глазниц пучками торчали те самые белесые нити, которые тянулись к другим фигурам, стоящим за его спиной. Вся деревня была там. Мужчины, женщины, дети, превращенные в слизких, деформированных амфибий. И среди них Илья увидел существо, в котором по остаткам синей фланелевой рубахи узнал своего дядю Степана. Его лицо полностью стерлось, превратившись в гладкий серый нарост, на котором пульсировал один огромный, лишенный века желтый глаз. «Время пришло, племянник!» Раздался голос Степана прямо в голове Ильи. Голос был мягким, убаюкивающим, лишенным злобы. «Не бойся! Боль – это только сопротивление плоти. Когда вода заполнит тебя полностью, останется только покой». Никифор и Степан шагнули в избу. Они подхватили Илью под руки. Их прикосновения были ледяными и скользкими. Илья хотел закричать, но из его горла вырвался лишь глухой, булькающий хрип. Его ноги не слушались, кости внутри них размягчились, превращаясь в хрящи. Его поволокли во двор, мимо колодца, прямо к берегу гнилой заводи. Вся поверхность озера бурлила, из черной глубины поднимались огромные пузыри газа. В центре подковы озера вода разверзлась, и оттуда медленно поднималось нечто колоссальное. Это не было чудовищем в обычном понимании. Это была разумная древняя масса, колоссальный холм из переплетенных корней, черного ила, полуразложившихся тел гигантских рыб
и допотопных тварей. В центре этой массы горел огромный пульсирующий фосфорифтическим светом узел, от которого во все стороны, под воду, к деревне, к колодцам, тянулись миллионы белесых нитей. Это был хозяин, разум болота, древнее божество, сосавшее соки из этой земли тысячи лет. Илью подтащили к самой кромке воды. Черная жижа коснулась его ног, и вместо холода он почувствовал противоестественное, обжигающее тепло. Нити, тянущиеся из воды, начали быстро впитываться в его щиколотки, прорастая сквозь кожу, соединяя его нервную систему с общим разумом заводи. В этот момент страх исчез. Илья открыл рот, пуская внутрь густую маслянистую воду озера. Он почувствовал, как она заполняет легкие, как растворяются его мысли, его долги, его прошлая жизнь, его человеческое «я». Перед его мысленным взором открылся великий черный город на дне. Циклопические своды из прессованного пепла, безмолвные улицы, заполненные тысячами таких же, как он. Там не было боли, там не было времени, только вечный, сытый, ледяной сон. Эпилог. Через 2 месяца к въезду в Федосеевку подъехала белая Нива судебных приставов. 2 человека в форме вышли из машины, сверяясь с бумагами. «Слушай, ну и глушь», — сказал один, повыше натягивая капюшон от мелкого осеннего дождя. «По карте тут деревня, а на деле 3 калеки жили. Этот Илья Борисов сюда уехал и пропал. Долги по кредитам не закрыты, на звонки не отвечает. Да ладно тебе. Опишем дом, если найдем, и уедем», — ответил второй. «Места тут жуткие, смотри, какое озеро черное». Они пошли по пустой, заросшей борщевиком улице Набережной. Деревня оказалась абсолютно мертвой. Окна домов были заколочены. Из печных труб не шел дым. Тихо шелестел сухой камыш. У дома номер 14 стоял старый, покрытый слоем грязи и сухих водорослей Логан. О, его тачка! Пристав повыше подошел к машине, заглянул внутрь. Салон был пуст, но на сиденье лежала густая, высохшая зеленая тина. Они поднялись на крыльцо дома. Дверь была распахнута, сорвана с петель. Внутри пахло сыростью, илом и старой рыбой. На столе лежала пожелтевшая тетрадь и оплывшая свеча. «Эй, есть кто?» — крикнул пристав. Ответа не последовало. Только со стороны двора, где темнел старый бревенчатый колодец, донесся тихий плеск. Приставы вышли во двор. Дождь усиливался. Вода в колодце стояла почти у самого края. Она была матовой, неподвижной. «Глянь, там что-то плавает!» Пристав помоложе подошел к срубу и заглянул внутрь. На поверхности воды, среди белесых, медленно шевелящихся нитей, плавало человеческое лицо. Оно было опухшим, сероватым, лишенным глаз. Из пустых глазниц росли тонкие зеленые стебли, но губы этого лица вдруг зашевелились, растягиваясь в широкой, противоестественной улыбке. «Вода!» Прошелестел тихий, булькающий голос прямо в головах у застывших от ужаса мужчин. «Вода идет! Откройте!» Приставы не успели побежать. Из колодца со свистом и хлюпаньем взметнулись десятки толстых, скользких серых жгутов.
намертво перехватывая их за горло и увлекая вниз, в черную маслянистую сытость гнилой заводи. А со стороны озера донесся глубокий, протяжный, удовлетворительный вздох. Круг снова замкнулся.